Всем привет! Меня зовут Влада4, Глен Кобяков. И добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы снимаем ролик, который называется «Кто дольше продержится под водой челлендж». И, внимание, бассейн. Это не простой бассейн. В этом бассейне стеклянные стены. И вы будете очень хорошо и четко видеть нас под водой. В общем, пацаны, какая суть челленджа? Во-первых, можно выиграть 1000 баксов. Oh my. У каждого из нас будет 3 попытки. Но мы можем пользоваться не только объемом наших легких. Каждый из нас сможет построить себе 3 конструкции, которые помогут ему как можно дольше продержаться под водой. Разные шары, бочки, трубки, все, что вообще вам придет в голову. Ну, пацаны, могу вам сказать одно, что я в строительстве, вы знаете, профи, поэтому шансов у вас вообще, 0. Это действительно так. Кобяков хитер. Постоянно, когда у нас стройки, он что-то придумывает. Ага. Так, я это делаю в первый раз, а новичкам везет. И это все, благодаря чему я могу выиграть. Постройки у Глента... Но раз в год и палка стреляет. Может быть, сегодня именно тот ролик, когда ты наконец-таки выиграешь. Ну а я переиграл в приложение А4 головоломки. И теперь мои мозги прокачаны настолько, что сегодня я постараюсь победить. Ребят, в общем, вы можете в начале этого ролика написать в комментарии, за какую команду вы болеете. И посмотрим, угадаете вы или нет. Ну а если вы уже внизу, проверьте красную кнопочку подписаться. Она должна быть серой. Сейчас, пацаны, мы отправляемся на наш склад. И вот при помощи всего, что есть на нашем складе, нам нужно построить по 3 конструкции, которые помогут нам продержаться под водой максимально много. Подписчики, суммарно вы увидите 9 погружений под воду. Попыток будет 9, но лучшее время будет только одно. Мне уже не терпится узнать, кто же победит. Погнали на склад! Ну что, на складе А4 есть куча всяких разных материалов, поэтому сейчас нахожу нужное и иду строить самую лучшую защиту под водой. Мне кажется, эта бочка будет в самый раз. Пленка, мало ли понадобится. Много тейпа. Это ж сколько воздуха в нее залезет. Беру. Так, к зеленой трубке зеленая изолента и подушка. Перед погружением нужно будет отдохнуть. И собачий корм. Ну это так, для моей таксы. Ну все, в принципе, я готов, иду строить. Ну что ж, мастер Глент на месте. Для того, чтобы долго держаться под водой, нужно брать откуда-то воздух. Естественно, я буду брать его с поверхности. Поэтому мне нужен насос, надо его найти. Так, это тоже понадобится. Насос. Так. Это вообще джекпот, ребята. Грузики, нужны грузики. Вообще не тяжелая. Тейп. 5-литровая бутылка. Это же шарик. Почему Кобяков его не взял? Так. Шапалах мне не нужен. О, веревка мне точно нужна. Побольше. Еще где-то у нас были гантели. Они мне тоже нужны. Потом расскажу для чего. Так. Гантельки и трубка. Ну, я думаю, такого набора мне точно хватит, чтобы победить в этом челлендже. Потому что, пацаны, я уверен, они ничего толкового не придумали. Да, я 3-й. И, наверное, все сладости, вкусности и самые полезные штуки уже разобрали. Но склад-то большой. Трубка. Беру 5-литровики. Газовая горелка. О! Беру скотч, беру шило, стяжки, ножи. Это все пригодится. Чего я так мало скотча взял? У нас же есть целая коробка. Возьму ее. Чего мелочиться? Так, что-нибудь с пенопласта. Сварганим. Кстати, маленький секрет. У нас скоро появится новый склад, который в раза 4 больше будет, чем этот. Так что не сильно обращайте внимание, как здесь что выглядит. Так, световой меч. О, я возьму воздушные шарики. Тут разные размеры, а в них воздуха помещается много.
Ладно, все, хватит. Я думаю, мне достаточно. Ну что, мы уже в ангаре за своими рабочими столами. Каждый себе набрал каких-то инструментов. И прямо сейчас одновременно мы начнем строить свои приспособления. Глент немножечко перепутал ролики. Он взял гири, гантели. Это не 24 часа, накачаюсь челлендж. Посмотришь, как получится, и обалдеешь. Ерунда. Ну вот Кобяков, серьезный, я считаю, конкурент. Вот ненавижу, он постоянно вот что-то в интернете посмотрит, где-то проконсультируется заранее с какими-то аквалангистами там. Ладно, ребята, поехали. Итак, смотрите, я беру 2 бутылочки, 2 шарика, горелка, шило, нож, немножечко стяжек, как макароны, трубка. Я ее вот так вот разберу. И эти части мне понадобятся далеко друг от друга. И 2 метра вот такой вот трубки. Да-да, ребята, из всего этого у меня получится акваланг. Давайте я расскажу, что мне понадобится. Кажется, чем проще, тем гениальнее. Берем трубку, берем насос. Все, соединяем это вместе, проводим, включаем. Бесконечный поток воздуха идет к нам. Я дышу и держусь сколько угодно. В общем, я здесь сейчас все закреплю. Идите посмотрите, что там у Кобякова. Посмотрел я, что будут строить пацаны, понял, что шансы мои увеличиваются еще в 2 раза. И сейчас я вам покажу свою конструкцию. Для этого мне понадобится трубка, ножик, тейп, вот такой вот гимнастический шар и, возможно, немножечко стяжек. Я соединяю трубку с шаром и получаю бесконечный заряд воздуха с поверхности воды. Так, уже почти, и, в принципе, оно уже плотно сидит. Послушайте, ну работает. Осталось зафиксировать это все стяжкой, замотать тейпом для полной герметичности, надуть, и все, минут 10 мне под водой обеспечено точно. Самое главное — это герметичность, чтобы воздух никуда не уходил. Берем другой конец трубки и проверяем, получилось у меня или нет. С первым изобретением справился. Мне кажется, у него огромный потенциал. Проиграть с этим изобретением невозможно. Так, смотрите, вот такие штуки я сделал. Это резервуары для шариков, только никому не говорите. Немножечко нужно смягчить углы, чтобы они не были острыми. Плавятся. Так, готово. Теперь я маркером должен себе отметить точечку входа. Примерно так. Кстати, ребят, а вы знаете такой канал Креасан? Иногда обожаю их смотреть, и вот они постоянно мастерят такие штучки. Вот они меня и вдохновили сделать такой акваланг. Сейчас я вам покажу способ продержаться под водой долго, еще проще. Мы берем обычный прозрачный пластиковый контейнер, ставим его на воду, и благодаря законам физики при ровном опускании этого контейнера вода сюда попадать не будет. Здесь будет чистый воздух. Но чтобы контейнер не всплывал или не переворачивался, мне понадобится грузик. Грузиком у меня будут выступать 2 гантели. Сейчас я сделаю здесь 2 отверстия, прикреплю это все дело веревкой, и второй способ готов. Так. Делаю точно так же с другой стороны, и у меня все готово. Ножиком такое гладкое отверстие сделать не получится, поэтому я нагреваю шило и веду по краешку. Сюда. Так что, ребята, напишите в комменты, смотрите канал Креасан или не смотрите. Здесь лучше скотч, я ничего не придумал. Но давайте проверять. Концепция постройки очень проста. Я беру крышку, берем шланг, проделываем дырку, вставляем шланг туда и все, вставляем, закручиваем и вот так вот дышим. Проверяем. Все работает. Ну и третий способ, более замороченный, это использовать 5-литровую бутылку как поплавок. Делаем 2 отверстия на бутылке сверху и снизу. Проводим сюда трубку, я на дне, дышу свежим воздухом. Погнали! Все работает. Главное теперь загерметизировать. Но вы понимаете, как это будет работать. Бутылка на поверхности, я внизу, шланг у меня длиннющий, и я дышу. Первая моя постройка готова. Я здесь надуваю шарик вот сюда, вот так вот, чик-чик-чик, чтобы он не лопнул и держался на воде. Вот сюда вот надуваю стяжечкой и здесь масочкой дышу. Все, вот это мой первый способ. Этот способ намного проще, но тоже имеет место быть.
Желтая палка, синий шарик. Я вот сюда его вот вставляю. Накачиваю его воздухом. И посмотрите, этот шарик просто гигантских размеров. В него столько воздуха влезет. А потом я вот так вот ныряю. И дальше сижу. Вы спросите, что я делаю? Объясняю. Я сейчас заклеиваю одну из сторон, и у нас получается огромный купол, в который мы набираем воздуха, оставляем его на поверхности, а со второй части пленки я делаю маленькое-маленькое отверстие и вдыхаю через него воздух. Вот на эту идею я ставлю 30 гривен, 7 ракушек и 5 камней. Смотрите, я беру сейчас шланг, вот сюда вставляю. Через пенопласт. Вот много себе отпускаю такого шланга. Я смогу опуститься на дно, лежать с трубкой, дышать, а поплавок-то у меня наверху. О, красиво! Я полностью готов. Можем переходить. Наконец-то мы возле бассейна, блин, уже хочется узнать, кто же победит. Глент вызвался добровольцем, будет первый испытывать свои штучки-дрючки. Глентик, я за тебя болею, это первый заход, не облажайся. И раз, два, три. Это что-то из него выходит, 18 секунд. Помог ли это Глент? Глент, здорово! Глентик, уже минута прошла. Мне кажется, слишком длинный шланг он выбрал для этого челленджа. Это ж прикиньте, как много воздуху нужно пройти, чтобы попасть ему в легкие. О, стоп! Ну-ка, смотри, это не похоже на 40 минут, это похоже на минуту 40. Вот ваше время, сэр. Минута 40 всего лишь. Ребята, надо было учить физику. Я не знаю, какой закон на это все дело работает, но дышать очень трудно. Ну, Глент, рассказывай про вторую приспособу. Я возьму контейнер с привязанными грузиками, надену его на голову и попытаюсь погрузиться вниз. Где-то я такое-то уже видел. Так, ну, тут самое главное правильно нырнуть. Давай, тебе как-то помочь? Да, придержи контейнер. Так, пошел, гирьки пошли. Теперь надо как-то мягенько опустить гири и в то же время сделать так, чтобы мой контейнер не утонул. Чего вы ржете? У вас у самих... Сейчас ты погрузишься, я расскажу, что мы ржем. Раз, два, 3. Время пошло! Просто мы уже снимали такой ролик 24 часа под водой. Посмотрите его на канале, и вы поймете, почему способ Глента Не сработает. У тебя очень большое давление тазика, и чтобы его погрузить под воду, тебе нужно килограмм 200 силушки. Ладно, ребята, я предвидел, что веса гирь, скорее всего, мне не хватит. Поэтому у меня есть человечек, который сейчас ляжет на меня. Я с ним поделюсь, если выиграю, поэтому... Человечек, заходи. Сейчас все получится. Вот вы в меня не верите. Ну, это довольно-таки хитро, и, в принципе, я допускаю. Ну ладно. Очень хочется посмотреть, как это будет выглядеть. Будет выглядеть обалденно. Клентик, давай, верю в твою победу. Время пошло! Пошел на дно. По-моему, у ребят получается. Посмотри. Главное, чтобы он теперь грамотно распоряжался своим дыханием. Чуть-чуть вдыхал, задерживал дыхание, выдыхал. Есть одно дно. У помощника Глента тоже могут закончиться силы. Они команда, как мы втроем. Ты, Глент, я, мы команда. И подписчики тоже команда. Те, кто не подписан, присоединяйтесь в нашу команду, нажимайте на красную кнопочку подписаться. Будем одной большой командой. Сидит под водой, лыбится. 2 минуты, и это уже рекорд. 2 минуты 30 секунд. Это уже больше того, сколько обычный человек может провести под водой. Где-то в 3 раза. Я думаю, я не больше минуты продержусь под водой. Так, у него контейнер начинает запотевать. А это значит, что воздух потихонечку начинает заканчиваться. Все действия выполнены профессионалами под полным контролем и наблюдением, поэтому не переживайте. Я не могу выразить никаких эмоций, потому что у Глента впервые получилось что-то, что работает. Гордишься за него? Конечно. Смотрю и наслаждаюсь. Глент, ты как... Опа, стоп! Глент, ты знаешь, сколько времени? Не знаю. 4 минуты! 4 минуты! Красава! На самом деле, я думал, ну максимум 3.
Слушайте, это на самом деле такое офигенное чувство. Ты под водой, но можешь дышать. Круто! А теперь моя следующая разработка. Ребят, честное слово, я не думал, что будут такие хорошие результаты в начале игры. Вы видели его постройку? Ну вы видели, ну как это вообще могло продержаться хоть минуту? Ну, как ты и сказал, палка раз в год стреляет. Посмотрите, как это работает. Шланг здесь. У меня здесь удлинитель. Я его втыкаю, а Глентик делает свою работу. Желаю тебе удачи. Если побьешь свой же рекорд, получишь респект. Респект — это самая важная валюта, поэтому я его точно побью. Готов? Пацаны, вам капец, я вам отвечаю. 3, 2, 1, погнали! Это ламба. Это гелик. Влад, это бумага. Я вот переживаю, что моторчик перегреться может. Ребята, подводные ролики мне уже нравятся. У меня есть еще парочку идей для роликов под водой. Напишите в комменты, если вам нравится эта рубрика. Поставьте сюда лайк, и мы обязательно что-нибудь клевенькое еще снимем с водой. Блин, ну это круто, посмотрите, просто дышит под водой. С учетом того, что он уже много раз выдохнул, значит, он научился там дышать. Кобяков! Я просто в шоке. Это второе изобретение Глента за сегодня, которое по-настоящему работает. Глент побил свой рекорд, я не верю, что происходит? Глент танцует, он издевается над нами, посмотрите. Глент, ты меня слышишь? Слышит! Выходи уже! Глент! Ну выходи, поднимайся, ну... Окей, ребята, на ваших глазах у Глента 10 минут. Глентик, 10 минут! Что происходит? 10 минут 30 секунд! Самый тупой проигрыш в моей жизни. Прикинь, я Гленту показываю, что у него 10 минут, он начал радоваться и выпустил шланг. Вы еще попробуйте сами 10 минут продержаться. Блин, Кобяков, сейчас моя очередь. И знаешь, что кажется? Мне кажется, у нас нет шансов. Ну как, 10 минут у Глента. Рассказывай это сам себе. Ты вообще бочку мою видел? Не, ну слушай, у меня конструкция с поплавком тоже может как бы и посражаться. Давай, собирайся и ныряй. Ладно, ребят, я погнал. Все, я переоделся. Ну что, вот моя разработка. Это какая-то деревенская удочка. Ладно, смотрите, сейчас я надуваю шар, вот столько там линий, а потом перекрываю клапан, захотел вдохнуть, открываю клапан. Я так понимаю, мы с тобой конкуренты. Да. Ну, вернее, я выиграю, а ты мне не конкурент. У него что-то получается. Да, стрёмно. Стремно за то, что он лопнет, а не за то, что ты выиграешь. Ну, я это и имел в виду. Слишком быстро выпускается кислород, Владос. Мне кажется, этот способ... Я желаю тебе только неудачи. Так, первый заход. Так, я готовлю таймер. Готов? Подожди, давай. Так. Опа! Так, а почему тут вода, я не понял. Он уже на вдох потерял воздуха. Смотрите. Раз, два, три, погнал! Так, ну мне кажется, это до первого вздоха. Он на первом вдохе очень много воздуха потеряет. Под водой очень неудобно делать что-либо, а здесь надо открыть, вдохнуть и еще и закрыть. Так. Мне кажется, минут 8 можно с такой штукой продержаться. Тем временем прошло уже 20 секунд. Шарик еще даже не дернулся. Следовательно, у него все хорошо. Минута прошла. О, он танцует там даже. Я не верю, что вот эта вот палка и шарик может победить даже... Смотри, но шарик уменьшается. Ага. Шарик стал гораздо меньше. Почти 2 минуты. 2 минуты. 2 минуты прошло. О, уменьшается шарик, вдохи пошли. Слушай, ну на 10 минут ему не хватит. Ну да. О, он сильно выдохнул, у него уже груша какая маленькая. Все, там еще один вдох и... Но тем временем у нас уже 3 минуты. Все, больше воздуха нет. Нет, еще есть, еще на пол вдоха есть. Почти 4 минуты. Блин, Владос, 3:54.
Блин, пацаны, воздух закончился. В любом случае, Владос, хочется тебе сказать, Перепись, неплохо. я все равно тебя не обогнал, твою первую попытку. Нет. 4 минуты. Ну, почти. 3:54. Ты, получается, с носа выдохнул, пустил. Короче, блин, клевый способ. И вот такой вот результат. Давайте переходим ко второму. Владик, что ты сделал? Это акваланг. Кобяков, накачай, пожалуйста, мои шарики воздухом. Ну, давай попробуем. О, Кобяков, давай! Но теперь мне с этим нужно как-то под воду. Время пошло. 10 секунд. Так, первый вдох. 23 секунды, Владос. Блин, какая фигня получилась. Я думал, я отпущу, пойдет воздух, а я отпускаю, и ничего. Ну, ты поставил рекорд по самому маленькому времени пока что. Ну, я думаю, Кобяков этот рекорд побьет. Ну, а третий способ, ребята, это уже серьезное заявление на победу. Сколько там, 10 минут всего лишь посидеть? Давайте. Если бы мы понимали, что это такое, но мы не понимаем, что это такое. Опа, опа. И все, не потопишь, не потонешь, я могу тянуть, и ничего не произойдет. Можно попробовать выиграть. Только мне так много кабеля не понадобится. Раз, два, три. Погнал. Вот сейчас он пробует первый раз вдохнуть. Главное приноровиться и понять, как это работает. Слышно, как дышит? Слышно, слышно, да. Научился дышать. Через минуты 3 начнет баловаться. Ну, как и я, собственно говоря, делал. 1,5 минуты. Блин, ну он хорошо держится. Он путешествует по бассейну, смотри. 3 минуты. Я начинаю переживать. Нечего переживать, все нормально. Мне нравится, как его волосы на поверхности плавают. Да, он как медуза, чисто такая лысая, причем, смотри, там у него проплешина. О! Стоп! Ай, я не знаю, блин. Короче, становится скучно, хочется себя как-то развлечь, начинаешь баловаться, и потом просто капелька водички как-то сюда попала. Я говорил, первые 3 минуты ознакомления, потом становится скучно, начинаешь баловаться. Получается, мое лучшее время 23. Пока что это второе место. Ну что, Глент, получается, мы с тобой будем сражаться за первое место? Да я не сражаюсь, я уже его занял. Нифига. Я сейчас подготавливаю свои конструкции и заныриваю в бассейн. Что это такое? Тут воздух. Ну, на самом деле, на эту конструкцию я не ставлю особых ставок, но я думаю, минут 7 я продержусь с ней. Сколько? Ладно. Мы над изобретением Кобякова стараемся троем. Таймер готов. Кобяков? Что за маечка? А, я просто посмотрел на твою кофточку и захотел такую же маечку. Купил на a4shop.ru. Так я тоже на 4 шопточка. Да? Да. Красавчик. Раз, два, три, пошел. Ой, ему шарик не даст потонуть. А он сейчас... Так зачем нам таймер? Мы же можем на пальцах посчитать. Блин, Кобяков, ну он же что-то же придумал. Ну он же не может просто так. Минута, Кобяков! Что не так пошло? Рассказывай. Ни с того ни с сего откуда-то начала появляться вода. Наверное, все-таки вот здесь вот не герметично заклеил. Да, скотч самый герметичный вообще. Ну он как-то не особо расстроился. Заносите бочку! У него может вот здесь заломаться, и все пойдет не по плану. Аккуратно опускаем бочку. Так, Если эта штука выиграет, я не знаю. так, Глент, лови крышечку. Так надежнее, дополнительный воздух. В принципе, я готов нырять. Раз, два, три. Три
30 секунд. Это 30. вообще не победа. Что с твоей бочкой и с тобой не так? В этот раз почему-то стройка пошла не по плану, и я построил фигню, которая не работает. Но у меня есть еще одно изобретение, и, возможно, оно мне поможет. Я даже боюсь представить, что там за изобретение. Давайте смотреть. Ну что, встречайте, вот так вот выглядит победа! Да. Но это уже выглядит поинтересней. Сейчас я залажу в эту герметичную пленку, в которой нету ни одной дырки. Посмотрите, мы сложили концы, сделали стяжкой. Воздух отсюда просто не может уйти. Но это все под руководством Кобякова, это он строил. Пацаны накачивают туда воздух насосом, герметично меня закрывают и затем скидывают меня в этот бассейн в пленке полной воздуха. И я думаю, я часов 5 могу просто лежать и кайфовать, потому что воздуха там будет дофигища. Мне нравится этот способ. Я такой способ видел по телевизору, поэтому я в нем уверен. Но на всякий случай возьму с собой ножик, если что-то пойдет не по плану. Я просто разрежу пленку и вылезу оттуда. 4, 3, 2, 1. Кобяков, 15 минут. Кобяков, ну что, я тебя поздравляю. Ты вроде и не заенотил, и выиграл. Когда такое было? Там парилка такая была, пацаны. Кобяков, мои поздравления. Это заслуженная победа. Глент, поздравляю со вторым местом. Спасибо. Мы тебя поздравляем с последним. В следующий раз, я обещаю, я буду готовиться. Ну что, ребят, надеюсь, вас удивили результаты этого ролика, потому что я прям в шоке. 15 минут. 10 минут и вообще-то 5 минут. Это очень много. Если вам понравилось, поддержите нас лайком. Он находится под роликом. Ну а с вами был я, меня зовут Влад4. Глент Кобяков. Всем пока-пока. Глент Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли.